Пришиваем кружево очень просто. Распределяем его по полотну. Вот оно такое вот. Это подол платья. Равномерно распределяем, наживуливаем, может быть, накалываем на иголки, а затем пришиваем верхний ряд по контуру кружева. По контуру. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот. Это лицевая сторона, а это изнаночная. Пришиваем только вручную. Только вручную. По задумке будет 2 шва. Это верхний шов ручной и нижний шов. Вот здесь вот по контуру. Достаточно только оверлока, так как, по моему мнению, тяжесть и объем кружева достаточно будет. И вот эту подробку я убрала, не стала ее делать, чтобы не утяжелять край. Вот, он при примерке показал, что взгляд не бросается, ничего не смотрится, но так как это пробный вариант, и я эту вещь делаю впервые, я посмотрю. Если мне не понравится в результате, это будет слишком наглядно, вот эта подробка, то я сделаю, вернее, этот оверлок, то я сделаю такую подробку. На рукаве у меня я сделаю такую подшивку, так как рукав возле лица и взгляд падает сразу сюда. Вот, поэтому я эту подшивку оставила. Для рукава это не тяжелое, не грубое будет расположение кружева и подшивки. Но у меня вот эта двойная ткань, так как она плотноватая, лен, тут ХБ, то для подола для низа я эту сохранила тонкость. То есть это вся для тонкости, для изящества платья, не утяжелять. Вот, поэтому, так как я начала этот рассказ сейчас по подшиву кружева низа платья, пришивание такого тонкого важного момента, как правильно распределить ткань, как положить кружево, чтобы оно не казалось там громоздким. Вот один из важных таких моментов при распределении кружева происходит некое смещение. Вот оно, произошло смещение. И это естественный процесс, его не нужно бояться. То есть дальше продолжаем распределять кружево, потому что оно слегка вот подпрыгивает, сужается так вот. Но не должно утяжелять ткань, и поэтому мы его, так как это ХБ, так как это ткань сама по себе тоже немножечко со стрейчем, вот сюда она стрейчит, то мы кружево скажем так, натягиваем, распределяя вот с натяжением с неким. Ткань постирана уже, дала усадку, кружево постирано уже, тоже дало усадку, поэтому мы не боимся здесь и формируем
такую вот ровность в кружеве и низа платья.